Представьте себе место, где чувак в обрезанных шортах и винтажной футболке из секонд-хенда всерьез доказывает преимущество уникальной фрезерованной подковы на стальной раме. А стоит он рядом с байком по цене хорошего внедорожника, хотя выглядит это все как водопроводные трубы. Буквально на днях в Америке прошло шоу Made 2026. И это, друзья, главная выставка в мире кастомных велосипедов. Настоящее святилище для тех, кто устал от карбона и погони за граммами. Это шоу для избранных, которые ценят штучные рамы из легированной стали. Ну и титана, как же без него? И все это сварено вручную, да еще и под тяжелый металл. И в этом ролике мы посмотрим на самые интересные новинки с выставки Made 2026, а также разберем тренды, которые крупные бренды осмелятся скопировать только через несколько лет. Выставка Made проходит в 4-й раз, и она уже успела стать самым важным событием в мире кастомных велосипедов. И этот год особенный, но немного грустный. А все дело в том, что директор шоу объявил 2026 последним годом для выставки в таких аутентичных и пропитанных индустриальным духом условиях. Со следующего года шоу переезжает в современный и стерильный выставочный комплекс Oregon Convention Center, что на северо-западе США. Билдеры, а так называют тех, кто создает такие байки, конечно же, радуются. Ведь там будут кондиционеры, ну а риск подцепить столбняк от каждой второй балки наконец-то исчезнет. Но фанаты будут скучать по этой ржавой эстетике, которая так идеально подчеркивает блеск полированного титана, ну или безумные цвета кастомных покрасок. И пока крупные производители высчитывают граммы и тестируют свои байки в аэротрубе, Made доказывает совершенно другое. Велосипед — это прежде всего сообщество, характер и готовность воплотить в металле любую, даже самую нерациональную идею. И тут мне сразу вспоминаются наши кастомные умельцы, ребята из ТСБ, с мемным названием «Так себе байки». Ладно, друзья, я, конечно же, шучу. ТСБ расшифровывается как Tony Step Bikes. Это крутейший проект блогера, ну и просто хорошего человека, Антона Степанова. Наверняка вы с ним знакомы, он довольно популярен на YouTube. В общем, на нашем локальном B2B мероприятии ВВТ, Всероссийский велотест-драйв, они выставляли свои стальные хардтейлы ручной работы. Кстати, я на эту тему снимал отдельный ролик. И, друзья, если вы его еще не смотрели, то обязательно посмотрите. Там я с определенной иронией рассказываю, что у нас вообще происходит с велоиндустрией. Так вот, ребята из ТСБ на американской выставке Made чувствовали бы себя полностью в своей тарелке, катались бы как сыр в масле. И, честно говоря, мне очень жаль, что в моем шорте про велосипеды ТСБ многие воздуханы в комментариях начали просто поливать все грязью. Друзья, если вы не понимаете тот дух и смысл, который ребята вкладывают в эти штучные байки, вам просто нужно попробовать на них покататься. А еще лучше пообщаться с кем-нибудь из такого сообщества. Впрочем, давайте уже переходить к делу и разбираться, что же такого интересного показали в этом году на шоу Made 2026. Если в прошлом году 32-е колеса были единичным экземпляром, то в 2026 они повсюду. Колеса стандарта 32, а еще их называют Dirty Toothers, стали главной темой выставки. Даже такие консерваторы, как Moods, не удержались и представили прототипы. Они привезли гравийник Scrambler 32, ну и экспериментальный хардтейл, который журналисты с Pink Bike также прозвали Mega Wumble. Билдеры признаются, что пока это просто концепты для внутренних тестов. Ребята хотят накатать на них километраж и понять, стоит ли вообще в это ввязываться. А чтобы эти колеса не превратили посадку в упражнение по йоге, билдерам приходится изобретать геометрию заново. На рынке банально нет готовых вилок с нужным вылетом, поэтому мастерам буквально приходится их варить вручную. Все благодарят бренд Mosaic, который наконец-то выпустил вилку с дружелюбным офсетом под 32 дюйма, 60 мм. Но индустрия продолжает натягивать сову на глобус. На стендах уже заметили серийную гравийную резину VTB Kurs Gravel под 32-е колеса. А еще ветераны из King Cage даже смастерили держак 32 Cage, подлитровую бутылочку Нальжин на 32 унции.
Главным шоу-стоппером выставки стали работы Брайана Холла из Rare Earth Cycle. Этот чувак творит абсолютное безумие. Он взял тонкие стальные трубки и сварил из них внутренний каркас рамы, а сверху обтянул его листовой хроммолибденовой сталью 4130. Его прототип Rare Bird со стороны выглядит как карбоновый аэрогравийник, а на деле это полностью стальной кастом. Причем собран он на суперлегких компонентах, например, титановых шатунах Верт, весом всего 320 граммов. Его второй проект Crazy Cloud – это вообще стальной двухподвес на 32-х колесах, но с весом всего 13,6 килограмма. На трубе до сих пор висит колокольчик от злых духов с последней гонки, а сам Брайан признается, после этого байка на обычные 29-е колеса он точно не сядет. Противовес гигантам на 32-х колесах на шоу показали мини-байки на 20-дюймовых катках. А помните тот самый желтый мини-гравийник с ВВТ, Шульц? По-моему, он «Шмель» называется. Я еще делал шортс, где разбирался, а для чего вообще нужен подобный байк. Так вот, в Америке от этой темы сейчас просто писают кипятком. Вершиной инженерного упрямства стал Thick Mini от Woodpecker. Его создатель Даррен Бинин потратил 20 попыток на 3D принтере, чтобы заставить вращающийся шифтер коробки пиньон работать как классический рычаг автомобильной КПП. На байке стоит ремень от Gates, бесшумная втулка Onyx и пухлые колесики 2,8 дюйма. А бренд Qt вместе с Simworks привезли нежно-фиолетовые роли-поли на стальной раме, сквозных осях и универсальным петухом UDH, ну а также с резиной 2,4 дюйма. Они пристегнули к переднему багажнику радиомашинку и продали байк на аукционе за кучу бабла. Короче, идеальные маневренные сити-байки для городской логистики, но только по цене подержанного седана. И пока вся выставка сходила с ума по 32-м колесам, ребята из Neuhaus Metal Works привезли на Made Custom на стандарте 750D. Ну или проще говоря, 30,5 дюймов. Основатель бренда Даниэль Neuhaus прямо говорит: ребята, 32-е колеса слишком огромные для большинства обычных людей. Стандарт 750D впервые появился на Made еще в 2023 году на прототипе Moods. Но тогда индустрия побежала за хайповыми 32-дюймовыми колесами. А вот Neuhaus решил не бросать идею. И в отличие от 32 дюймов, где приходится перекраивать весь байк, стандарт 750D позволяет сохранить адекватную геометрию классического гравийника. Даниэль лично откатал на таком прототипе тяжелейшую гонку Lost and Found, а колеса для них сделали на заказ европейцы из Merit. Ребята вовсю тестируют прототипы покрышек Nano Raptor от ВТБ. Ну и вообще пытаются понять, есть ли у этого размера будущее. Ну или это очередная попытка индустрии продать нам то, чего мы не просили. Ну и куда же без маллетов? Друзья, это байки с разным размером колес спереди и сзади. Если в серийных эндуриках размеры 29 на 27,5 стали привычной классикой, то кастомщики на Made вывели эту тему на уровень выше. Наибольший интерес привлек мастер Питер Вердоуни. Он представил маллет с колесами 32 дюйма спереди и 29 сзади. Что интересно, у велосипеда вся передняя вилка, а также титановый руль напечатаны на 3D принтере. И смотрится это чудо, как будто оно сбежало со съемок «Безумного Макса». Кстати, опять отсылка к всероссийскому велотест-драйву, где наши билдеры раскрашивают рамы в стиле «Безумного Макса». Ну, безумные проекты и «Безумный Макс». А ребята из Velo Orange привезли концепт Escargot, что по-французски значит улитка. Это карго-маллет, у которого спереди стоит маленькое колесико для тяжелых грузов или огромной платформы, а сзади полноценное базовое колесо. Короче, билдеры окончательно забили на правила из учебников геометрии. Вся выставка намекает: комбинируйте колеса как хотите. Главное, чтобы байк дарил эмоции и ехал туда, куда вам нужно. Ну и какой же кастом без главного фетиша всех веломаньяков? Друзья, ну конечно же, компонентов Крис Кинг. В этом году легендарному американскому бренду исполнилось 50 лет. И специально к юбилею они закатили главную тусовку выставки с раменом и прямо у себя на фабрике. А на стендах выкатили золотые лимитированные втулки, золотую анодировку и юбилейный байк в специальной расцветке. Друзья, помню себя лет 25 назад, когда я стоял на велорынке в московских
Сокольниках перед втулками Крис Кинг на витрине и пускал слюньки. По-моему, это был магазин Omnibike. Напишите в комментариях, знаете ли вы вообще такой культовый бренд Крис Кинг, потому что на всех этих современных байках со всей этой электроникой такие редкие компоненты уже давно не встретишь. Короче, Крис Кинг доказывает, пока остальные выдумывают новые стандарты, классика с гарантией на всю жизнь остается золотым стандартом для всех кастомных строителей. Какой же из этого всего можно сделать вывод, друзья? На первый взгляд, выставка Made 2026 – это абсолютный карнавал нерациональности. Кастомные байки за десятки тысяч долларов, 32-е колеса, 3D-печать, рычаги коробки передач на рамах и тяжелая сталь. Со стороны это легко назвать безумием, ну или игрушками для богатых. На самом же деле именно здесь, на этой старой ржавой верфи, било сердце настоящего велосипедного прогресса. Пока большие корпорации пытаются выжать из карбона лишние 3 грамма и продать нам очередной ненужный стандарт, такие гаражные билдеры делают главное. Они возвращают велосипедам душу, характер и свободу творчества. Да, 32-е колеса и стальные подковы для многих сейчас выглядят диковато. Но поверьте, пройдет 3-4 года, и гиганты индустрии без зазрения совести начнут копировать многие из этих идей в свои серийные каталоги. Друзья, пишите в комментариях, какой из этих кастомов удивил вас больше всего. Ну и, конечно же, не забывайте про лайки и подписочки, а мы с вами увидимся в следующем ролике.